Крушение парома «Нептун». Это 150-футовый паром с 3 палубами, который совершал регулярные рейсы, перевозя людей и сельскохозяйственных животных. Паром должен был перевозить 650 человек, но регулярно принимал большее количество пассажиров. Около часа ночи 17 февраля паром был примерно на полпути к Порт-о-Пренс, когда столкнулся с плохой погодой. Списка пассажиров не было, но считается, что в то время на борту находилось около 1200 человек, а также многочисленные животные и большое количество древесного угля. Когда «Нептун» начал перекатываться с одной стороны на другую на воде, пассажиры запаниковали, многие бросились на верхнюю палубу. Капитан Бенджамин Сент-Клэр позже сообщил, что внезапное изменение веса привело к обрушению верхней палубы. Капитан выжил, как и почти 300 других пассажиров. Люди использовали все, от домашнего скота до ведер, в качестве спасательных кругов, чтобы безопасно добраться до земли. Спасательная операция началась позже, потому что на пароме не было аварийного радио. Береговая охрана США присоединилась к спасательным работам на следующий день, но обнаружила гораздо больше тел, чем выживших. Точное число жертв никогда не будет известно, но по оценкам в этой катастрофе погибло 900 человек. Это стало самой крупной морской катастрофой страны за последние 40 лет. Морская и навигационная служба Гаити практически не имеет полномочий, что затрудняет оценку того, сколько людей погибло после того, как «Нептун» опрокинулся. Пассажиры путешествуют без спасательных средств, а у экипажей нет радиооборудования. О катастрофе не сообщалось в течение почти суток. Во время рейса 16 февраля на борт поднялись 750 официально зарегистрированных пассажиров. По некоторым оценкам, неофициальных пассажиров было в 1,5 раза больше. По данным гаитянского агентства печати, там также было 550 мешков кофе, 450 мешков бобов, неопределенное количество древесного угля и кокосов, а также несколько десятков коров, свиней и коз. Одна из причин, по которой этот паром был настолько перегружен, заключалась в том, что он был единственным действующим по маршруту. Несколько месяцев назад второй паром перестал курсировать по экономическим причинам, а третий в последние несколько недель был пришвартован для ремонта в Доминиканской республике. Эти паромы находятся в частной собственности. Правительство не оказывает никакой помощи людям, перевозящим свои товары на рынок. Эванс Пол, мэр Порт-о-Пренса, просил карнавальные группы пожертвовать праздниками в этом году, поразмышлять о смерти жертв и подумать о том, как избежать повторения подобной катастрофы. Он также раскритиковал реакцию правительства на бедствие. Карнавал все же провели, и вот комментарий одного посетителя, который бойкотировал празднование в этом году. Это типичный маскарад, который проходит на Гаити. Посмотрите на тех, кто отвечает за нашу страну. Посмотрите, что они делают. Сегодня плачут, завтра танцуют. Вместо того, чтобы выбросить $8 миллионов на карнавал, почему бы им не вложить их в страну, ремонтировать и строить дороги?